Добро пожаловать на Тенерифе. Я впервые на Канарских островах. В декабре у меня было пара свободных недель, и я быстренько проверил рейсы, которые были довольно дешевыми. И потом я очень быстро принял решение поехать на Тенерифе. Мои первые впечатления были просто офигительные, потому что после холодной и серой Германии там было 24 градуса и почти все время солнечно. Голубое небо, пальмы, улыбающиеся люди автоматически поднимают настроение, и начинаешь тоже больше улыбаться. Я прибыл в южный аэропорт острова, оттуда сел на местный автобус и приехал в свой первый пункт назначения – город под названием Лос-Кристианос, о котором я сейчас и буду рассказывать. Кстати, общественный транспорт там очень развит. Таким образом, вы сможете добраться до всех нужных вам мест острова на автобусе. Существуют различные виды транспортных карт, например, карта на один день или на неделю. Я купил карту на 7 дней за 50 евро и мог без ограничений пользоваться всем общественным транспортом на острове, что было очень удобно. В противном случае, за все мои поездки я бы заплатил более 100 евро вместо 50. Ссылка на информацию под видео. Меня всегда восхищает, когда уличные художники создают свои работы прямо на глазах у публики. Лос-Кристианос – это курорт на южном побережье Тенерифе, недалеко от знаменитого Плая де лас Америкас. Он возник в маленькой рыбацкой деревне, но сейчас превратился в большой город и один из самых популярных курортов Тенерифе. Первые впечатления о городке очень приятные, и хотелось гулять, гулять, гулять и еще раз гулять. Прогуливаясь по старой рыбацкой деревне, вы увидите здания в типичном канарском архитектурном стиле. И здесь сохранилась некоторая атмосфера рыбацкой деревни. В других местах город новее и превратился в туристический курорт. Набережная очень популярна и имеет множество магазинов, кафе и ресторанов, где можно остановиться и передохнуть. Посмотрите, какое маленькое и уютное кафе, просто с обалденным видом на океан. Гуляя по городу и по набережной, я спонтанно обнаружил, что недалеко от моего места, где я нахожусь, есть небольшая гора. На самом деле этот холм находится между городом Лос-Кристианос и городом Плая де лас Америкас. И всегда, когда я приезжаю в новое место, я ищу возвышенность или гору поближе к тому месту, где я нахожусь, забираюсь туда или иду в поход, потому что виды из таких мест всегда ошеломляющие. На пути к вершине я все время думал: так, я на Тенерифе. Остров Тенерифе – это остров вулканов, и сейчас я нахожусь на одном из этих вулканов. Момент осознания был очень волнительным, и хотелось скорее добраться до верха и глянуть, что там, потому что я до этого ни разу не был ни на одном вулкане. По пути я также видел место, где, вероятно, в палатке живут бездомные. А еще у них есть одна или две собаки.
Хорошо, что они были привязаны. Все было хорошо. Вот я нахожусь на кратере этого небольшого вулкана, который называется Монтанья Чайофита в городке Лос-Кристианес. Он действительно небольшой, высота всего около 100 метров. При этом с него открывается чудесный вид на окрестности. Подняться туда по тропе достаточно легко и недолго, и людей там очень мало. За все время я встретил всего несколько человек. Но в этом случае на вершине я встретил очень классных людей из Прибалтики, и мы разговаривали там наверху, наверное, целый час. Если вы сейчас смотрите этот фильм, то большой вам привет! Это было начало моего путешествия на острове, и я все еще был очарован красивыми пальмами, поэтому я не мог остановиться снимать их на видео. Основными пляжами города Лос-Кристианес являются Плая де Лос Кристианес, пляж с песчаным песком, расположенный в бухте рядом с гаванью, и пляж Плая де Лас Вистас, который находится в следующей бухте и также имеет песчаный берег. Оба пляжа имеют множество удобств, включая водные виды спорта и пляжные душевые. Порт Лос-Кристианес привлекателен и предлагает различные экскурсии, включая наблюдение за китами и дельфинами. Также доступны дайвинг и прогулки на лодках со стеклянным дном. Паромы отправляются из гавани на соседние острова Ля Гомера или Ля Пальма, которые часто видно вдалеке. Я ничего не знаю о кришнаитах, но когда я их увидел, как они поют, они заставили меня улыбнуться. Расскажите в комментариях, если вы что-то знаете об этом движении, чем они занимаются и какие у них цели. Лос-Кристианес – это красивое место. Мне оно очень понравилось. Красиво, есть чем заняться, и атмосфера очень дружелюбная. И вокруг этого города
там очень много разных маленьких других городков. Но я переезжаю в следующее место, которое находится в западной части острова, совсем рядом с городом Лос-Гигантес, и называется Playa de la Arena. Когда я приехал в Playa de la Arena, который находится очень близко к городу Лос-Гигантес, первое, что я сделал, это пошел исследовать город, двигаясь по направлению к природному бассейну в городе Лос-Гигантес. Город здесь выглядит совсем иначе, чем Лос-Кристианос, потому что здесь очень холмистая местность, и домики как будто сидят друг на друге. Я проходил мимо красивого дикого пляжа с черными камнями вулканического происхождения. Только представьте, когда-то все это было горячей, текущей лавой, а теперь эти глыбы лежат здесь у воды. Для меня это была очень впечатляющая и эпичная картина, и я провел там некоторое время, наблюдая за огромными крабами и наслаждаясь видами океана. Природные бассейны с морской водой, также известные как Piscinas Naturales по-испански, являются одним из скрытых сокровищ Тенерифе. Сформированные в естественной среде, они потрясающе красивые. Посещение лучших природных бассейнов Тенерифе вполне может стать изюминкой вашей поездки на остров. Некоторые такие бассейны образовались в результате извержений вулканов в прошлые времена. Между тем, другие образовались в результате деятельности океана или являются частью скальных образований острова. Некоторые из этих природных бассейнов на Тенерифе совершенно не тронуты рукой человека. Природный бассейн Лос-Гигантес также известен как Charco de Isla Cangrejo, что переводится как «лужа крабового острова». Хотя для защиты бассейна построены стены, большие волны часто захлестывают бассейн и могут его затопить. В этом случае держитесь подальше от воды, потому что волны и камни могут быть опасными. Поэтому природный бассейн в Лос-Гигантес часто закрывается во время шторма. Я прочитал много комментариев на сайте TripAdvisor, и люди говорят, что бассейн может быть очень опасным, когда там есть волны. Во всяком случае, я наблюдал за некоторыми людьми, которые играли с волнами в бассейне. Это выглядело весело, но может быть также опасным. Кстати, вот те горы, которые вы видите на заднем плане, во времена Гуанчи назывались «стеной ада». Гуанчами называли людей, которые были коренными жителями островов. На острове очень много банановых плантаций. Бананы являются очень важной составляющей для экономики острова. Я обожаю ходить в небольшие походы, просто чтобы на пару часов раствориться в природе, побыть наедине со своими мыслями и чувствами. Природа и красивые пейзажи мотивируют, придают сил и лечат душу. На этот раз я шел пешком от Playa de la Arena до Сантьяго-дель-Тейде. Маршрут составил 12 километров, а поход занял почти 4 часа времени.
Маршрут очень красивый. С одной стороны простирается океан, и с другой стороны скалы, которые нависают над головой. И, конечно, обилие всей этой интересной растительности. Маршрут расположен между двумя горными образованиями, как бы в ложбине, поэтому иногда было ветрено. Мои глаза постоянно отвлекались на все время меняющиеся пейзажи. Обилие незнакомой мне растительности поражало и радовало меня одновременно. Кстати, по дороге я нашел несколько диких гранатовых деревьев, и мне повезло, гранаты были спелыми и вкусными. Конец маршрута был довольно трудным, потому что именно в конце дорога шла резко вверх, и в тот момент я был уже достаточно уставшим. Но чем выше я поднимался, тем более красивыми становились виды на долину. Это был очень крутой поход. В город я возвращался на обычном городском автобусе, и водитель был просто шумахер. Я еще сидел на переднем сидении перед лобовым стеклом, и в какой-то момент я просто молился за жизнь, потому что было очень быстро. Playa de la Arena. Я никогда раньше не видел пляжи с черным песком. Это был один из таких пляжей на Тенерифе с вулканическим песком черного цвета. Песок очень приятный на ощупь, он мягкий и очень полезен для здоровья из-за минералов. Это было что-то очень новое и прикольное. Я люблю наблюдать за мощью океанских и морских волн, и одна из них неожиданно почти накрыла меня. Когда стоит ясная погода, вдалеке можно увидеть соседний остров Ля Гомера, на который можно также добраться на корабле или на лодке. Один мой знакомый, с которым я тоже здесь встретился на Тенерифе, посоветовал мне прогуляться вдоль океана от города Алькала до пляжа Сан-Хуан. Это всего лишь 3 километра, но маршрут очень красивый и эпический. Сначала я шел по узкой тропинке возле скал и вулканических образований, такого темного, почти черного цвета, создающих безумно красивые водно-каменные пейзажи. Потом это была обычная цивилизованная набережная и с такой обычной инфраструктурой для туристов, но с не менее красивыми видами и пейзажами. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на канал, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями, тем самым вы поддержите проект. Вторая часть фильма о Тенерифе выйдет в ближайшее время. Всего вам доброго и берегите себя.